Друзья, всем здорово! В этом видео мы обсудим такой классный и мощный современный протокол, как Amnesia WireGuard версии 2.0. Я расскажу, как буквально в несколько шагов установить его на OpenWrt и подружить с Подкоп. Погнали! Для начала немного теории. Чем же версия 2.0 отличается от обычного WireGuard и от Amnesia прошлой версии? Соответственно, у нас тут обычный WireGuard имеет четкие отпечатки, пакеты всегда начинаются с одинаковых байтов, а процесс рукопожатия выглядит всегда одинаково. Ну и вы знаете, что система DPI легко это видит и блокирует. Ну, потом у нас вышла Amnesia WireGuard 1.0, она уже стала вводить маскировку, некоторые джанк-пакеты, мусорные данные, случайный размер пакетом рукопожатия. И буквально недавно, в 2026, вышла у нас Amnesia 2.0. Здесь уже, если в версии 1.0 маскировалось только начало соединения, сами данные просмотра видео имели стандартный размер, с версии 2.0 каждый пакет данных получает случайную набивку. Теперь даже по размеру пакетов нельзя понять, что это VPN. Далее установим весь необходимый набор Amnesia 2.0 на OpenWrt. Для этого есть классный автоскрипт от Славы Щепунова. Пишем просто Amnesia Подкоп. Здесь вот представлен этот скрипт, также он будет прикреплен на инструкции. Мы его просто копируем и заходим по SSH на ваш роутер. Можно через PuTTY, но я использую Movo Extern. И просто вставляем данный скрипт в командную строку. Нажимаем Enter. Он проверяет репозитории на наличие. Собственно, скрипт определяет и вашу архитектуру, находит под нее непосредственно необходимые пакеты, спрашивает, нужен ли русский язык. Ну, естественно, соглашаемся, зачем нам отказываться от нашего родного языка. Хотите ли вы конфигурировать? Вот здесь нажимаем «Пока что нет». Далее нам нужен VPS-сервер. Если у вас его нет или вы хотите сделать еще один, то рекомендую Admin VPS. Здесь есть производительные сервера по хорошей цене. И главное, что это KVM виртуализация, то есть это будет полностью ваше ядро. Выбираем продукты и сервисы, VDS и VPS. Выбираем страну ближайшую, допустим, Финляндия. Тарифа промо будет достаточно. И здесь, соответственно, выбираем месяц. Будет промокод на скидку. И вводим промокод на скидку Freedom, который даст вам скидку целых 60% за первый месяц, то есть здесь будет 200 рублей. Далее нам необходимо скачать сам клиент Amnesia WireGuard, который бы установил все необходимые средства на ваш VPS-сервер. Для этого просто в Яндексе пишем Amnesia WireGuard. Здесь у нас есть релизы. Тут возвращаемся в Amnesia VPN. И выбираем Amnesia клиент. Вот у нас версия 4.8.14, марта этого года. Спускаемся ниже и просто качаем установочный файл. Но если у вас Windows, вот, соответственно, для Windows. Для Linux, для Mac, пожалуйста, нажимаем, скачиваем и запускаем. Теперь мы оказываемся в приложении Amnesia, и здесь нам необходимо выбрать Self-Hosted, то есть наилучший вариант, когда вы ставите средства Amnesia 2.0 на ваш VPS. IP-адрес, имя пользователя и пароль. И нажимаем «Продолжить». Далее он у вас спросит автоустановка или ручная. Рекомендую выбирать ручная, потому что в автоустановке он может поставить, другой протокол. Хотя он, в принципе, предлагает Amnesia, убедимся, что точно она, да? Вот, выбираем ее. Порт произвольный, можно оставить такой. Нажимаем «Установить». Обычно не врут. Процесс действительно занимает до 5 минут. После этого увидите кнопку «Подключиться». Вы можете сразу проверить на корректность подключения, нажав ее. И убедиться, что у вас соединение происходит. Значит, сервер не блокируется вашим провайдером. Все окей, можно отключить. Далее нажимаем вот этот значок «Поделиться». Здесь лучше выбрать оригинальный формат, то есть в формате conf. Клиент вы можете, чтобы потом не запутаться, сразу написать, что это роутер или роутер Подкоп. Нажимаете «Поделиться». Далее он предлагает простой вариант подключения телефоном через QR-код. Можно показать настройки подключения. То есть вы видите, да, вот эти все данные.
Он создал внутренний интерфейс на сервере, виден приватный ключ, и вот они, эти самые новые параметры i1, которые уже есть с версии 2.0. Возвращаемся. Нужно нам лучше сделать вариант просто еще раз поделиться. И здесь у нас создается конфигурационный файл, имеющий то содержание, которое я вам показал выше, и нажимаем «Сохранить конфигурацию». Далее переходим на ваш роутер с OpenVRT и выбираем раздел Network Interfaces. У нас уже установлены все необходимые средства, поэтому нам нужно просто добавить новый интерфейс. Здесь выбираем, допустим, AVG2, и уже протокол есть, благодаря тому, что скрипт мы уже выполнили. Вот, казалось бы, да, куча параметров, все заполнять непонятно, все гораздо проще. Делаем Load Configuration, и здесь таким интересным способом мы просто тянем файлик сюда, нажимаем ОК. И вот все параметры автоматически заполнены. Здесь не нужно выбирать и менять вообще ничего, потому что мы будем использовать это подключение в связке с подкоп. То есть именно подкоп будет управлять этим подключением. Поэтому никакие параметры и даже зоны фаервола здесь назначать не нужно. То есть оно будет использоваться только в том случае, когда у нас сервера из списка, да, например, YouTube, и подкоп будет выбирать это подключение. Далее тут просто нажимаем Save и Save and Apply. Обратите внимание, что у нас RX, TX пошли. Это маркер того, что подключение произошло. В подкоп я создам отдельную секцию, специально, чтобы показать вам работу этого протокола. Назову ее AVG2. И нажимаю Add. Здесь у нас по умолчанию режим прокси. Нам нужно сменить его на VPN. И выбираем Network Interface, тот самый AVG2. Все. Далее вы просто выбираете любой список. Допустим, я хочу, чтобы нейросети от Google, да, у меня шли через амнезию. Ну, либо YouTube там и все, что хотите. После этого просто нажимаем Save and Apply. Переходим в раздел диагностика, и можно протестировать, что наш AVG2 прекрасно отвечает. Вот такой простой способ. И теперь поговорим об отличиях AVG2 от VLS Reality и в каких случаях что лучше использовать. Таким образом, немножко помогу вам с выбором. Так, сначала теория. Что он работает в пространстве ядра, это главный козырь. То есть VLS работает в user space. Соответственно, легковесность UDP. У WireGuard нет сложного процесса установления сессии, как в TCP. Overhead до версии 2.0 добавлена набивка для каждого пакета данных. Это немного увеличивает объем трафика на несколько процентов, но почти не влияет на вычислительную нагрузку по сравнению с тяжеловесным XHTTP. Амнезия — это гоночный болид. И вот такой небольшой вывод, когда VLS Reality может оказаться лучше. UDP Throttling. Некоторые провайдеры искусственно ограничивают скорость для неизвестного UDP трафика, которым является как раз таки амнезия. В этом случае VLS Reality, который мимикрирует под обычное TCP соединение, может показать более стабильную скорость на длинной дистанции. Стабильность. На плохих линиях связи TCP Reality умеет дозапрашивать потерянные пакеты на уровне протокола, в то время как UDP AVG просто их теряет. И такой общий вывод. Если ваш роутер не самый мощный, а провайдер не режет при этом UDP, то Amnesia 2.0 будет абсолютным лидером по скорости и отклику за счет работы в ядре системы. Она даст честный гигабит там, где X-Ray упрется в полку процессора на 200-300 мегабит. Однако, если же вы живете в регионе с жестоким делением трафика на хороший TCP и плохой UDP, VLS Reality может субъективно работать стабильней, хоть и потребует больше ресурсов. Ну и, собственно, вот приложен скрипт для автоустановки. Я скажу, что я использую VLS XHTTP, хотя AVG прекрасно быстро работает, но на моем достаточно мощном роутере я особой разницы не замечаю, поэтому я стараюсь выбирать сразу максимальное сокрытие и мимикрию под TCP. Но при этом я говорю вам, что AVG 2.0 это отличный выбор. Всем счастливо!